Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Поваренная книга. И это новое видео из серии «Еда за 15 минут». Сейчас я приготовлю пасту карбонара. И начну я, конечно же, с пасты. Нужное количество пасты отправляем в воду, заранее ее присолить. Итальянцы вообще добавляют 10 грамм соли на литр воды. Это какое-то безумное количество, учитывая то, что потом эту воду добавляем непосредственно в саму пасту. Лично для меня это очень солено. Теперь к мясу. Итальянцы рекомендуют, даже требуют использовать гуанчали. Это соленая и вяленая свиная щека. Также они не против, если использовать пачини. Это такое же соленое и вяленое, но уже пузико свиньи. В принципе, весь мир использует бекон, из него все начиналось, далее вы об этом узнаете. Ну, тут уже кто на что гораздо. Главное, чтобы это было присоленное, можно прикопченное и жирненькое. Нарезаем его примерно по сантиметру толщиной на пластике, а потом их на полсантиметровые брусочки. Не забудьте удалить шкурку. Включаем плиту. И мясо сразу отправляем в неразогретую сковородку. Так более правильно выжарится из нее весь жир. Также добавляем чеснок. Буквально пару зубчиков, не сильно их раздавливая, кладем целиком в сковородку, после мы их будем удалять. А пока у меня все жарится и варится, я натру сыр и подготовлю немного свежемолотого черного перца. История создания пасты карбонара окутана тайной, и существует несколько популярных версий ее происхождения. Согласно одной из самых популярных версий, карбонара была создана угольщиками, работающими в Апеннинах. Слово «карбонара» происходит от итальянского слова «карбона», что означает «уголь». Угольщики готовили себе простые и сытные блюда на открытом огне, используя доступные ингредиенты, как яйца, сыр или свинину. Паста карбонара стала популярна именно благодаря этим работникам. По другой версии, карбонара появилась в период Второй мировой войны, когда в Италию прибыли американские солдаты, и после освобождения Рима в 1944 году американские солдаты принесли с собой рацион, состоящий из яиц и бекона, которые итальянцы адаптировали, добавив пасту и сыр, создав таким образом новое блюдо. Ну а теперь соус. Основой для него служат яичные желтки, можно использовать целиком яйцо. Начинаем. Некоторые исследователи придерживаются иной версии, что паста карбонара могла быть вдохновлена неаполитанской кухней, где были популярны блюда, приготовленные из яиц, сыра и свинины. Эти ингредиенты могли быть адаптированы в более поздний рецепт карбонара. Первое письменное упоминание о пасте карбонара датируется 1950 годом. Она появилась в итальянской газете «Ла Штампа», где упоминается блюдо, приготовленное из макарон с яйцами, беконом и сыром. К моему сожалению, этот номер в открытых источниках мне отыскать не удалось. Зато в выпуске в той же газеты от 9 сентября 1966 года есть небольшая колонка с рекомендациями о правильном употреблении пасты, где во всех красках на грани нормативной лексики описано, что паста с беконом и яйцом – это американская. Для начала хочу напомнить, что нельзя рассматривать то или иное явление в истории отдельным от происходящего всего вокруг. И в этом случае можно выстроить хронологию изменения рецепта.
С 1944 по 1947 годы создание блюда с пастой, яйцом, сыром и, вероятно, консервированным беконом из пайка американских солдат. Кстати, консервированный бекон, как и множество других консервов для американской армии, поставляла Beach Nut Packing Company, чья маркетинговая компания в середине 1920-х и создала образ Хорошенько американского взбиваю завтрака с желток. яйцом и беконом. С 1948 по 1974 годы – время итальянского экономического чуда. На фоне постоянно улучшающегося уровня жизни и формирования нового итальянского самосознания итальянский деликатес на гуанчале заменяет массовый американский бекон. А в рецепте появляются сливки, так как это вкусно и сытно. Скорее всего, блюдо из народа дошло до И ресторанной добавляется кухни сыр. и в умелых руках профессиональных поваров приобрело современный вид. Поскольку речь идет о высокой кухне, чрезмерная жирность блюда со сливками не столь заметна ввиду небольших порций. Уже в 90-х годах прошлого века итальянская экономика была в упадке, а после финансового кризиса 2008 года на грани краха. На первое место вышла народная, а не высокая кухня, где порции побольше, и сливки делают блюдо чрезмерно жирным, но не столь вкусным, чтобы потом мучиться от изжоги. Для ресторанов стало важным, что стоимости сливки добавляют больше, чем вкуса. Немаловажным фактором стало повсеместное освещение проблемы ожирения и массовое осознание необходимости умеренного потребления калорий. Настолько, что в современных итальянских источниках рекомендуют или слить, или убрать бумажной салфеткой излишний жир. И вот уже в 2010-х годах неожиданно оказывается, что классическая карбонара готовится без сливок. Об этом твердят все как на русском, так на английском и итальянских языках, как именитые повара, так и простые блогеры. Макароны варим до состояния аль денте. Примерно на минуту меньше, чем по инструкции. И они у меня еще прочные, но слегка хрустят внутри. Буквально слегка. Отправляем их прям в кастрюлю, в сковородку. Макароны все продолжают готовиться. К соусу добавляем буквально черпак воды. Все хорошенько, быстренько перемешать. И отправляем в макарошки. Сверху посыпаем перцем. И еще немного пармезана. Паста карбонара готова. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. До новых встреч.